На мужчину, ловящего лосося на берегах реки Кейни на Аляске, внезапно нападает медведь. Мужчина борется с инстинктивным желанием убежать и в награду видит зрелище, которое никогда бы не смог себе представить. Но то, что происходит дальше, разбивает его сердце. Леска Бена рассекала воздух Аляски. Он ловил лосося на берегу реки Кинай и стоял по колено в воде. Мир по-прежнему окружал его, но внезапно спокойствие было нарушено. Огромный гризли выскочил из зарослей, не сводя глаз с Бена, встал на дыбы и понюхал воздух. Как только он распознал в человеке незваного гостя, он бросился в атаку. Адреналин хлынул по венам Бена. Его сердце бешено колотилось в груди, а разум кричал ему бежать. Но он стоял, как вкопанный. Худшее, что он мог сейчас сделать, это убежать. Казалось неестественным встречаться лицом к лицу с хищником такого размера, но Бен пересилил свой инстинкт «дерись или убегай». Вместо этого он раскинул руки в стороны, чтобы казаться больше, чем был на самом деле. Он лихорадочно вспоминал все приемы, описанные в книге, чтобы отпугнуть нападающего медведя. Это была уже не та мирная рыбалка, о которой он мечтал. Теперь это было настоящее противостояние с неукротимой силой природы. Бен повернулся. Его движения были нескоординированными, и сильное течение не помогало. Камни были скользкими, и он изо всех сил старался двигаться. Но медведь все равно приближался. Расстояние между ними сокращалось с каждой секундой. Он снова широко раскинул руки и заревел так громко, как только мог. Медведь даже не дрогнул. Его массивные лапы шлепали по воде, а фигура становилась все больше по мере приближения. Бен попытался сохранить зрительный контакт. У него не получилось. Поток плеснул ему водой в глаза, и страх сделал его взгляд неуверенным. Он ни в коем случае не собирался командовать нападающим гризли. Когда медведь был уже в 15 метрах от него, он внезапно свернул в сторону. Вместо того, чтобы броситься на Бена, он свернул вправо. Его гигантское тело двигалось с удивительной грацией. Бен последовал за медведем, который шлепал по воде. Медведь направлялся прямиком к берегу, где в корзине лежал улов Бена. Внимание медведя было приковано к двум крупным аляскинским лососям, лежавшим внутри. Добравшись до лотка, он разорвал его и проглотил обеих рыб, как будто это были простые рыбешки. Бен стоял в воде, дрожа всем телом. Он не мог вспомнить, когда в его организме было столько адреналина. Его ноги дрожали, а перед глазами все плыло. Покончив с рыбой, медведь беспечно побрел обратно в лес. И тут до Бена дошло. На самом деле медведь никогда за ним не охотился. Его привлек запах рыбы. Однако ему это показалось странным. Всего 2 дня назад рейнджеры сообщили ему, что медведи, обитающие на этом участке реки, ловят рыбу дальше по течению. Постепенно напряжение в его скрюченных мышцах начало ослабевать. Слепой страх, затуманивавший его мысли, начал рассеиваться. Теперь он отчетливо осознавал, что его окружает, затем, шаг за шагом, выбрался из воды. Он не был уверен, что медведь все еще где-то поблизости и, конечно же, не хотел рисковать. Добравшись до берега, он отступил в лес. Было бессмысленно пытаться достать свою корзину. От него осталось всего несколько щепок бамбука. Пробираясь через густой подлесок на обратном пути к своему лагерю, Бен лихорадочно соображал. Он все еще был на взводе. Он любил дикую природу, но теперь каждая тень и звук заставляли его подпрыгивать. Он почувствовал себя уязвимым, и это было правильно, потому что, пройдя меньше километра, он снова увидел медведя. Он стоял среди деревьев, как статуя, но было ясно, что он наблюдает за ним. Для Бена это стало неожиданностью. Возможно, медведю было просто любопытно, а может, он и не боялся,
что было бы не характерно для него. Бен не мог понять поведение животного. Через несколько секунд все его мышцы снова напряглись. Листья шелестели, когда он шел. Его сердцебиение было в 2 раза сильнее, чем должно было быть. И ему пришлось бороться с желанием бежать снова и снова. Расстояние до его лагеря теперь казалось бесконечным, особенно с учетом того, что медведь, похоже, следовал за ним по пятам. Бен как раз выбежал на небольшую поляну, когда произошло нечто ужасное. Его нога за что-то зацепилась на покрытой листвой лесной подстилке. Боль пронзила его ногу, и он упал. Он был уверен, что вывихнул лодыжку. Как он собирался бежать дальше? Собирался ли медведь догнать его и в конце концов сожрать? Страшные мысли пронеслись у него в голове, когда он наклонился и разгреб мусор, обнаружив при этом фотоловушку. Сама камера была прикреплена к дереву в нескольких метрах от него и направлена на едва заметную тропинку, по которой шел Бен. Он бросил ремень и быстро огляделся. Он был напуган и теперь еще и растерян. Затем он услышал тихий свист. Возле ближайшего дерева на корточках сидела женщина. На ней была уличная одежда. На женщине был бейджик с именем, похожий на те, что сотрудники службы охраны дикой природы выдают людям, работающим в заповеднике. Она прижала пальцы к губам. Бен сразу все понял, и это понимание принесло некоторое облегчение. Теперь он был не один. Эта мысль принесла ему некоторое утешение. Женщина жестом пригласила его присесть рядом с ней. Медведь был теперь ближе. Она достала из сумки маленький металлический контейнер. Достав из него пригоршню орехов и ягод, она бросила их медведю. Гигантское животное немедленно отреагировало и направилось к еде. В то же время женщина жестом пригласила Бена следовать за ней. Он поднялся на дрожащие ноги, морщась от боли в лодыжке. Но сейчас было не время останавливаться, и женщина, конечно же, не могла его нести. Поэтому он пошел, или, скорее, пошатываясь, последовал за ней. Оглянувшись через плечо, Бен увидел, что медведь полностью поглощен орехами и ягодами. Когда между ними и хищником оказалось достаточное расстояние, женщина остановилась. Они вместе перевели дыхание. «Меня зовут Миа», — сказала она, протягивая руку. «Мой лагерь находится неподалеку. Давайте отправимся туда». Вернувшись в безопасное место, Миа осмотрела лодыжку Бена и действительно решила, что у него растяжение. Она туго перевязала ее и дала ему обезболивающее. Когда он успокоился, она объяснила, как ее интерес к медведю привел ее к этому приключению. Она назвала животное тенью и была здесь, чтобы задокументировать его передвижение, когда начался забой лосося. Миа выслеживала Шэдоу несколько недель, но медведь, как правило, держался подальше от людей, за исключением тех случаев, когда в карточках была бесплатная еда. Она хотела сделать медведя героем документального фильма о природе, а ее фотографии должны были стать частью презентаций для телекомпаний. Она собирала отснятый материал со своих камер, отслеживающих движение, когда ее путь пересекся с путем Бена. Миа дала Бену дополнительный спальный мешок и пригласила его переночевать в ее лагере. Пока костер мерцал, она показала ему несколько фотографий тени, которые ей удалось раздобыть. Она тоже смотрела отснятый материал впервые. Большую часть времени ничего не происходило. Время от времени камеры включались из-за оленя или кролика. Она просмотрела еще несколько кадров, а затем резко остановилась. Там была тень. Медведь целенаправленно двигался по охотничьей тропе ближе к склону горы. На кадрах, снятых той же камерой, было видно, как медведь приходит и уходит из одного определенного места. Она увеличила изображение. Это было логово. И время от времени на поляне перед ним появлялись маленькие медвежата и устраивали потасовки.
Поведение тени не было неспровоцированной агрессией. Это был материнский инстинкт и потребность в пище. Она охраняла и кормила детенышей. Затем появилось несколько кадров с Беном. Он, сам того не подозревая, подошел очень близко к скрытому логову. На видео было видно, как он забрасывает удочку не более чем в 20 метрах от резвящихся медвежат. Его точка зрения внезапно изменилась. Именно его присутствие спровоцировало потенциальный конфликт на берегу реки. Он не знал о логове. На следующее утро, в предрассветной тишине, Бен отправился в свой лагерь. Его лодыжка все еще болела, но, тем не менее, он шел. И Ме шла вместе с ним. Когда вокруг него просыпалась дикая природа Аляски, Бен в последний раз собрал свои рыболовные снасти и попрощался с Мией. Однажды он вернется на Аляску, но не в этом году и уж точно не с вывихнутой лодыжкой. Какая страшная встреча! Вы когда-нибудь видели, как на вас нападает дикий медведь? Расскажите нам об этом в комментариях. Мы с удовольствием послушаем вашу историю. Но сейчас мы уходим отсюда. Увидимся в следующем видео.